Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Слоны удивляют нас своей мощью, кошки грацией, а собаки преданностью. А чем нас могут удивить рептилии или морские обитатели? Например, черная мамба очень ядовитая, а некоторые киты не болеют раком и живут по 200 лет. Кстати, не только киты, есть еще и гренландская акула, которая по некоторым данным живет все 500. Кстати, ролики про многих из них есть на канале. А что же с сухопутными рептилоидами? А среди них у нас есть отдельный черепаший пьедестал. Встречайте слоновую черепаху, она же галапагосская черепаха, эндемик Галапагосских островов и вид, находящийся, к сожалению, под угрозой исчезновения. Слоновая черепаха является крупнейшим из живущих в настоящее время сухопутных черепах и 10-й по весу среди всех живущих рептилий, достигая веса более 400 кг и длины более 1 метра 80 сантиметров. А при продолжительности жизни в дикой природе больше 100 лет галапагосские черепахи являются одними из самых долгоживущих позвоночных. В неволе слоновые черепахи доживали как минимум до 170 лет. Как же стало возможным сие чудо? Все просто. Наша сегодняшняя гостья успешно самоизолировалась от пагубного прогресса. Для слоновьих черепашек родиной стали 7 Галапагосских островов, которые испанские конкистадоры в 18 веке так и назвали испанским словом «галапага», обозначающим черепаха. Этот райский уголок, удаленный от цивилизации, появился 5-10 миллионов лет назад из застывшей вулканической лавы. Позже он оброс зеленью и стал более-менее пригодным для жизни. Правда, самой жизни на острове не было, однако по воле судеб, а точнее перуанского течения, на него попали южноамериканские сухопутные черепахи. Так и началась история современных галапагосских черепах. Черепахи, плывшие по течению, оказались в настоящем раю. Вот нам бы так. Хищников на острове нет, конкурентов тоже, еды много, соответственно, черепахи, не будь дурочками, расселились по всему архипелагу и стали полноправными хозяйками всего архипелага. И вскоре рептилии стали приобретать черты гигантов. Подобное явление называется островным гигантизмом. Это когда величина отдельных видов животных, обитающих на изолированном острове, крайне быстро увеличивается с каждым последующим поколением. Ну а чтобы носить по бренной земле 300-400 килограмм веса, наша сегодняшняя гостья обзавелась сильными и большими ногами. За их форму ее и прозвали слоновой черепахой. А тело черепахи покрыто большим костным панцирем, карапаксом. Пластины этого панциря, соединенные с ребрами, представляют собой жесткую защитную структуру, которая является неотъемлемой частью скелета. Кстати, на панцирях медлительных галапагосских черепах могут расти лишайники, а еще у черепах сохраняется характерный узор пластинок на протяжении всей их жизни. Ежегодные кольца прироста при этом бесполезны для определения возраста, потому что внешние слои со временем стираются. Ведет слоновая черепаха преимущественно дневной образ жизни, ибо в темноте она ориентируется плохо. В еде же наша маленькая черепашка неприхотлива и ест любую зелень, которая растет у нее дома. Кстати, длинная шея ей нужна именно для этого. С ее помощью черепахи могут дотягиваться до высоких веток. Хотят любви, слоновые черепахи обычно с апреля по ноябрь. Причем родители из жителей Галапагосов хорошие. Они заботятся о будущих спиногрызах уже задолго до их появления. Для черепашат
сад, они мастерят уютное гнездышко из опавшей листвы и земли. Там детские яйца пролежат целых полгода, после чего на свет появятся новые обитатели архипелага. А для того, чтобы достигнуть родительских размеров, будущим ниндзя-черепашкам понадобится около 40 лет. Спокойная и мирная жизнь – мечта любого адекватного человека. Вот и галапагосские черепахи это поняли, и поэтому живут до 200 лет. И все бы было хорошо, если бы на острова не приплыли, кто бы вы думали, правильно, голые обезьяны. Испанские колонизаторы съели большую часть слоновых черепах, а те, которых не съели узурпаторы, умерли от голода, так как домашняя скотинка, завезенная людьми, вытоптала всю траву, а моряки, ко всему прочему, брали больших черепах с собой в море в качестве живых консерв. По итогу количество черепах сократилось более чем на 250 тысяч и достигло самого низкого уровня около 3000 особей в 70-х годах прошлого века. Так бы и вымер добродушный гигант, если бы людишки все-таки вовремя не спохватились. Великим умам пришлось убирать с островов расплодившихся коров и коз и восстанавливать местную флору, ну и завозить слоновых черепах обратно на острова из зоопарков. Усилия не прошли напрасно, и сейчас галапагосских черепах уже примерно 20 тысяч особей. А как вы думаете, почему существует такой феномен, как островной гигантизм? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!